Как танцевать крамп? Мы с вами будем думать, и именно с вами, для того, чтобы там было все максимально понятно. Итак, просто анализируем, особенно новенькие, кто сейчас тут присутствует в последних линиях, анализируем крамп. Вот вы смотрите на танцора, и он танцует крамп. Как вы понимаете, что человек танцует крамп? Как тебе вот, что ты видишь? Давай одним словом. Жесть. Давай слово, так, чтобы было понятно. Слово жесть. Жесть это жестко. Как это? Ну, хип-хоп, брейкданс это жесть. Ну, они вообще там на голове крутятся, это жесть. А крамп почему жесть? Как ты можешь, чем крамп, чем жесть крампа отличается, например, от жесть брейкинга? Высокая эмоциональность. Эмоции слишком зашкаливают. Эмоционально. Хорошо. Хорошо, есть. Давайте теперь вторая черта. Неплохо, да, классно. Эмоции. Так, ты хочешь сказать? Резко двигаются. Если мы берем и сравниваем с другими стилями, какие стили еще двигаются резко? Резко двигаются? Ну, достаточно резко. Хорошо, значит, крамп похож, получается, на вакинг, вок, потому что они двигаются тоже резко. Чем крамп теперь отличается, какими еще чертами отличается крамп от вога, вакинга и так далее? Давай вот. Четкость. Так, ты уже все, мне не интересно с тобой разговаривать. Он просто внимательно слушал предыдущее занятие. Окей, значит, четко, но вакинг, и я думаю, что все стили достаточно четко двигаются, потому что мы видим. Итак, мы определяем эмоциональность, мы определяем четкость и резкость. Эмоциональность, резкость, четкость. Давайте то, что ближе к эмоциям. Резкость не так близка к эмоциям, так? Четкость тоже не так близка к эмоциям. Вот, давайте я к этому. Хорошо, сила, мощность — это слова-синонимы, правильно? Мощь, сила. Мощь или это два разных понятия? Это разные понятия. Для меня одно, не буду сейчас просто затягивать. Ну да, ну мощно, сильно делать, мощно делать. Ты одинаково будешь делать, правильно? Если я тебе скажу, сделай сильный удар. Не знаю, я сужу жизненно. Типа, вот если мне говорят, сделай сильный удар по лицу, и ты такой, ну, бьешь сильно, и тебе говорят, сделай мощный удар по лицу, и ты, мне кажется... Ну, я бил бы одинаково, я сужу по себе, поэтому, когда, типа, мне скажут сильно или мощно, для меня это одинаково. Возможно, есть какая-то разница. В общем, мощь, сила, пока что слова-синонимы для меня. Так вот, крамп отличается в первую очередь силой. Своей силой внутри движения и эмоциями. Я сразу же хочу сказать, что крамп — это не агрессия, не проявление агрессии. Потому что, когда мы делаем что-то сильно, выражение лица похоже на выражение лица агрессивное, потому что мы там зубы скалим и так далее. Но все же, но все же в этом нет агрессии. Мы делаем сильно, мы что-то бросаем далеко, у нас лицо такое... Ну мы же типа не злимся ни на кого, мы просто вкладываем всю силу, понятно? То есть вы можете с добрыми побуждениями это делать, это не будет агрессия, но лицо будет вот такое, потому что вы делаете со всей силы, понятно? Итак, сейчас мы с вами просто, если уж мы так идем с самого нуля, то просто будем делать с вами, давайте вы вот все сейчас начинающие, все полностью, все, что вы знаете, крамперы, все забыли, и теперь вот мы с вами определили, что первая отличительная черта крамперская — это сила. И вы сейчас, любое движение, я вам ничего не показываю, вы просто делаете все со всей силы. Посмотреть — сильно, потопать ногой — сильно,
Помахать руками сильно, повернуться сильно. Все, что бы вы ни сделали, сделать это сильно. Показать палец сильно. Понятно? Я сейчас без шуток, без подвоха реально говорю. Сделайте все со всей силы. Любое движение. Также под словом «сила», если мы говорим про танец, то нужно делать достаточно амплитудно для того, чтобы это было видно. То есть можно, смотрите, всем меня видно, топнуть ногой сильно, но зритель не увидит, да, и нам нужно делать смотрибельней, соответственно, добавлять амплитуду в движение, потому что это танец, чтобы это было просто виднее. Все, сейчас делаем все сильно. Саня, все понятно? Да? Все ж просто или нет? Все делаем сильно. Просто делаем все сильно, да, ничего более. Со всей силы. Что хотите, со смыслом. Ну, я думаю, что без смысла невозможно сейчас. Ну, можно делать что-то без... Типа, я меняю позицию, меняю это сильно, я что-то там подтаскиваю к себе, делаю это сильно. Понятно? Я что-то толкаю, я делаю это со всей силы. Вам нужно реально прочувствовать в каждой вашей идее максимальную силу. Вопросы есть? Нет. Все, давайте тогда делать. Let's go, все, двигаемся со всей силы, да, это оно. Сильнее! Oh my God! Yes, it's crazy, Bob. Сильнее, Витя! Сильнее! Сильнее! Бэйм! Е-е! Со всей силы! Е-е! Сильнее! Так, достаточно неплохо. Вроде бы вы меня слышите. Теперь следующее. У вас уже это, в принципе, было, только сейчас осознанно, после того, что я скажу. Значит, первое, мы делали все со всей силы. Это еще не 100% крамп, потому что крамп не только сила. Как вы сказали, самое первое, это еще и эмоции. Эмоциональный стиль. То есть тут эмоции... Есть ряд, перечень эмоций, которые слишком видно. Я бы со своей стороны сказал, что мы можем юзать все эмоции. Все эмоции. Просто главное найти подход, как показать эту эмоцию. Можно ли улыбаться в крампе? Конечно же, можно. Нужно. Просто если вы будете делать джебы и потом вот так делать, ну, это глупо, это уже тупизм какой-то. Нужно подвести историей. Допустим, мы это не умеем делать, поэтому идем просто на поводу наших ощущений. Сейчас мы двигаемся сильно. И просто отпускайте, open your mind, я это так называю. Отпускайте себя и помните о том, что вы можете в моментах некоторых иногда, вы заметили, как аккуратно я сейчас говорю, иногда в некоторых моментах утрировать эмоции. Не все время Baby Spitfire, а иногда
утрировать. То есть, типа, там, вы там что-то, вы можете тащить вот так вот, что-то тащить снизу, а можете тащить... Но, типа, если я буду каждый раз тащить снизу, вот так вот, понимаете, то это будет глупо. То есть нужно, типа, понимать, почему именно в этот раз я тащу по-особенному. Когда там во время моего выхода я это буду делать. То есть я отпускаю себя в эмоциональном плане, ни в чем себя не ограничиваю, и только в некоторых моментах пробую сделать наигранную, переигранную такую эмоцию, чтобы дополнить еще, сделать движение более весомым в плане эмоций. То есть и так я делаю это сильно, а вот так вот будет еще типа сильнее. Понятно? И вы пробуете типа один раз просто, второй раз просто, третий раз вот прям как-то так, по-своему, например. Понятно, о чем я говорю? Короче, сейчас не бойтесь покривляться лицом, но максимально адекватно старайтесь все же это делать, чтобы это не было просто кривляние какое-то. Тебе все понятно? Давай, у меня спрашивай. То есть сейчас вы танцуете то же самое, что вы делали, плюс с эмоциями. Да. Вы танцуете, то есть сильно с эмоциями. You're gonna die tonight. Oh my God! Сильнее, со всей силы! Со всей силы! Сильно, все сильно делаем. Со всей силы. Разомнись, разомнись. Разомнись, разомнись, разомнись. Со всей силы. Дия! Сильнее, сильнее, сильнее! Шире! Окей. Также для всех, кто тренит, вот ты или вы, помните о том, что когда вам дается время и возможность потренить, то пользуйтесь этой возможностью, потому что вы видите, как много я говорю. И вы пришли сюда тренироваться, а в итоге слушаете и слушаете, постоянно бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вы еще во время отработки умудряетесь вот так поделать. Вот так. Выйти с этого состояния. То есть вы рубите сами себя. Нам во время того, как мы с вами треним, то есть я вам даю время для отработки, включается трек. Если трек не прерывается, то и ваш режим, типа режим танца, вы должны прививать себе, чтобы вы целостно все делали. Да, у вас нет идеи, что дальше делать. Повторяйте, делайте одну и ту же идею. Я придумал все время сильно тащить вниз и срывать. Не знаю, что дальше делать. Видите, я в состоянии сильно буду делать это еще раз другой рукой. Не знаю, что сделать, делаю двумя руками. И вы стоите, вы в режиме, и вы фигарите. То есть вы все время в состоянии. Это правильнее так тренить идею, чем типа сделать, отдохнуть, сделать опять. Понимаете, в чем разница? Вот, это просто чисто совет. Вы можете ко мне не прислушиваться, потому что
я всего лишь самый лучший преподаватель мира, и все. Но как бы окей, ваше дело, ваше право, деньги вы заплатили. Ну что, теперь летим дальше. Вам все понятно, сейчас вы соответствовали, было прикольно. Конечно же, это не тренируется вот так, как мы с вами делаем, все, раз, два, три. Это нужно много все время тренить. Но мы сейчас с вами определим все аспекты, все моменты, и вы их будете уже тренить дольше, больше и все такое. Значит, есть эмоциональность, есть сила. Хорошо. Танцует хоппер, представитель стиля хип-хоп и представитель стиля крамп. Все, этот танцует сильно, эмоционально, этот танцует по-другому. Все. Как еще крампер будет двигаться? Как еще? Давайте. А хоппер будет не музыкально двигаться. Что отличает крампера от хип-хопера? Или... Так, подконтрольность. Хорошо, хоппер тоже двигается подконтрольно. Он тоже юзает slow motion, то есть разные скорости, он тоже юзает. Это не будет отличать их. Это будет, они вдвоем будут двигаться в режиме типа анимейшена какого-то под музыку, но при этом типа основная стилистика у них, типа если только этим будут, то они будут похожи. Поэтому подконтрольность я бы не сказал, что будет отличаться, отличать крампера от хоппера. Так, давайте, ну вы это уже называли, резкость. Так, резкость. Давайте поэтапно. Резкость. Она не такая новенькая, как ты, поэтому она выкрикивает, видишь? Батл ей. Потом, pack out, kill you off. Значит, резкость. Давайте это теперь нанизывать. Вот мы с вами, как, вот знаете, искусственная елочка, вот столб. И мы так хоп, снизу, нате, самый широкий слой, это мощность и эмоциональность. Дальше. Следующий слой нанизываем, что? Резкость. Вот сейчас мы не тренируем только резкость, или потренируем только резкость, да? Давайте потренируем только резкие движения. Давайте вот просто сейчас вставайте, либо можете сидеть и двигайтесь резко. Как хотите, что любая часть тела. Давайте, ну да, короче, любая часть тела. Это кисть, рука, локоть, плечо, голова, шея, плечевой пояс, плечо, грудная клетка, таз, колено, нога, стопа. Вот хотя бы эти части заюзайте этими частями просто что-то, резкое движение в любую сторону. Давайте сделаем. Раз, два, три. Блум, 7, 8. Раз. Резко, резко. Видишь, вот я двигаюсь резко. Вот резко что-то сделать. 7, 8. И раз, 7, 8, 2. Просто двигайся резко. Не надо вообще армплейсментов. Ты что, забыла? Ты не знаешь, что такое армплейсмент. Не знаешь, никто не знает. Я сказал, все, аннулировать это все. Ничего не существует. Армплейсментов не существует. Есть только сила, эмоциональность. И мы это тоже убрали. И сейчас тренируем только резкость. То есть вот. И вот это резкость, видишь? Вот, я двигаюсь резко. Мы забываем про всю танцевальную технику, которая есть. Мы просто, что услышали, так и пробуем подвигаться сейчас. Вот, резко, все, резко двигаемся. Как 220. Нас фигануло, и все. Я это хочу от вас увидеть, понятно? Мне ваша техника не нужна. Пожалуйста, только двигаемся. Дрыгаемся, резкие движения. Все, под музычку поехали. Да, резко, это резко. Психопаты какие-то. Просто психопаты. Ну еще резче хочется. Вот я говорю, а вы сразу же услышали и корректировку, и пробуйте ее без музыки сделать. Я вам говорил про то, чтобы мы с вами сделали резко какой-то конкретной частью тела.
Резко пяткой подвигать, резко подвигать носочком, резко коленом. Пробуйте, что вы стоите, смотрите. Резко головой подергать, резко голову повернуть, резко поднять или ударить плечом. Грудная клеточка, наклон резкий сделать, поднять руку резко. Все делать очень резко. Попробуйте вот этими всеми частями тела отдельно поделать что-то, а потом еще и вместе. Отдельно и вместе. Очень резко, со всей резкости, которая у вас есть, вот это вот попробуйте все сделать. То есть мне нужно сейчас максимум. Предыдущая задача была максимум силы, а теперь задача максимум резко. И нету никакой танцевальной техники. Все вы делаете, максимум резко, максимально резко. Вопросы присутствуют? Нет. Вот сейчас вы делаете правильную задачу. Правильно, вот вы дергаетесь, как какие-то психбольные. Это мне нужно. Да, все правильно, поверьте. Потом это станет крампом. Но не сейчас. Пока что резкость. Вы должны прочувствовать, что такое резко. Поехали. Все, есть. Видите, все нормально. Это нормально. Интересно, вот если сейчас зритель выключит видео, он подумает, что это трэш какой-то. Я бы так сделал. После этой задачи я бы просто нажал все, это какой урок. Значит, все, двигаемся резко. И теперь у нас не хватает к резкости нужно добавить еще четкость. Да, потому что мы же с вами вот делали, и типа мы двигались резко. Двигались специально без понятия четкость для того, чтобы вы научились двигаться резко, то есть мгновение, такими вспышками, взрывами внутри тела. Бум! А теперь что-то внутри взорвалось, и вы бум, и остановили форму. То есть резко нужно поменять. Если мы двигаемся, то мы меняем резко формы. Либо я просто делаю резкое движение и прихожу в исходное положение. Вот бум, пяточка. Бум, плечо, бум, повернул голову и поставил ее обратно. То есть, типа, этим самым, допустим, я выделил какой-то звук. Буф. Все, просто выделил. Могу сделать буф, поворот, и это уже история другая. А могу просто, типа, выделить бит за счет поворота головы. Понятно? То есть я сейчас вам чуть-чуть иногда буду еще и рассказывать, типа, что зачем делать. Чтобы у вас было понимание, типа, зачем это делать. Зачем мы танцуем крамп? Что мы несем этим танцем? В первую очередь запомните, раз и навсегда вы просто пришли сюда, наверное, только потому, что вам это нравится. Нам не нужно учиться давать какой-то месседж там и тому подобные вещи. Все, просто кайфуем. Все. Нравится вам двигаться сильно, нравится вам двигаться резко и четко. Все, кайфуем. Зачем нам что-то более? Просто теперь пробуем давать больше смысла. Смысл? Так, вот я поднимаю плечо, и этим самым я выделяю какой-то звук. Я делаю там что-то другое, выделяю другой звук. Если я звук не выделяю, то я могу рассказывать какую-то историю. Но это уже совсем другая тема. В общем, вы поняли, да, примерно сейчас, куда надо двигаться в плане музыкальности и исполнения движений. Так вот, сейчас делаем резко и четко. Все понятно? Резко и четко. Если вы дрыгнулись, то дерг должен быть долю секунды, даже не секунду. Бум, поднять руку, бум, поменять. Это же не секунда, это доля секунды. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Корпус, голова. Теперь мы двигаемся резко, но при этом зритель еще и видит сторителлинг какой-то, да? Какое-то не просто дергание, а какой-то смысл этого дергания, какую-то смену картинки, смену формы, и ему из-за этого становится смотреть на нас интересней, потому что он видит не бездушно, а еще и рассказ. Вот. Поэтому учимся с помощью резкости и четкости делать
что-то со смыслом. Этот смысл, еще раз повторяюсь, может быть тот, что я просто там что-то делаю, потому что я тем самым выбиваю какой-то звук этим движением. Либо же я что-то этим рассказываю. И могу не всегда двигаться в музыку. Могу двигаться мимо бита. То есть, типа, есть бит, там, и вы же не будете все время, вот, я резко двигаюсь. Вы можете мимо бита, либо, понятно? То есть я еще свои как будто бы мини-биты наделываю, но при этом иду синхронно с музыкой. Я все равно в основные биты, которые держат ритм, все равно я в них попадаю. Понятно? Это я о том, чтобы вы не загонялись и не работали только вот так вот ровно в одном ритме. Да, можно, да. Четкость это либо же мы остаемся в позиции какой-то, куда мы шли, либо мы возвращаемся в изначальную позицию. Да. Вот это две формы четкости. Все остальное должно быть нечетко. А что остальное может быть? Вот я хотел узнать, вдруг может что-то еще быть. Ну смотри, давай так, просто. Мы можем двигаться с точки А в точку Б, любое движение, не движение, любое перемещение части тела в точку А, с точки А в точку Б, либо же с точки А через точку Б в точку А. Типа с точки А в точку А. В любом случае у нас будет только так. По-другому движение не может быть. Если типа АА, то я буду просто стоять на месте. А если будет АБА, то это будет пум-пум. Все равно 2 точки, 3 точки. Но это, в любом случае мы двигаемся только в одной технике, типа максимально резко и четко, чтобы эти точки были смотрибельные. Ну и все. Все понятно? Да? Все, давайте тогда пробуем. Только резко и четко. Резко и четко. Не сильно. Резко и четко. Итак, возможно, вы это не замечаете, но мы должны себя сейчас максимально ограничить в том, что ничего, кроме резких смен формы, мы не имеем права делать. Смотрите, вот эта форма, это форма. Если я делаю вот так вот, форма сохраняется? Нет. Это форма, она не сохранилась. Я сделал не резко, видите? Форма ноги — это тоже форма, если что. Это же тоже форма. Форма же не только тут. И вы стоите, вы держите верх, а ногами такие ходите. Но ноги у нас — это тоже часть тела, которая танцует крамп, которая делает крамп. Если я хочу переместиться, то я должен просто это сделать резко. И тогда это станет больше похоже на крамп. Понятно? Ограничивайте себя. Вы сами себе знаете, что я сейчас подвигался не резко. Значит, вы все уже, вы как будто бы вышли с крампа и потом обратно вернулись. А нужно все время быть в крампе. Окей?
Все, внимание большое на ноги, либо там, возможно, на голову, либо на руки. Бывает, что мозги изначально не привыкли все держать. Так, руки резко, четко, и тут ноги выключились. Ловите ноги, опускается голова, там начинает гулять и просто смотреть по сторонам. Она должна тоже резко двигаться. Потом корпус, он дышит, а нам нужно тоже дышать достаточно резко. Короче, понятно? Вот эти все части тела, ловить себя на том, что фак, я сделал наклон, а наклон надо делать резко. Все надо делать резко. Поворот резко. Все, что бы вы ни сделали, все должно быть резко и четко еще. То есть, если я что-то перемещаю, то должна быть видна точка Б, куда я переместился. Она должна быть видна, потому что до этого, когда мы с вами просто дергались, я вам ничего больше не ограничивал, сказал просто взорвитесь внутри, и вы дергались. И тут не было точки Б, видите, тут была просто смазанная картинка. Теперь, если я дергаюсь, то должна быть точка Б и должна быть пауза, чтобы зритель сфотографировал. Да? Бум! Картинка, окей, пошли дальше. И вы идете дальше. Понятненько? И не загоняйтесь, не спешите, потому что сейчас трек был достаточно там с быстрой какой-то мелодией, и вы уже... Да, классно, молодцы, но медленно ж тоже нужно затренить, двигаться. И объем, держите, меняйте объемчики ваши. Let's get it. Больше ног, больше ног, больше ног. Ноги, ноги, ноги. Резко ноги, резко. Резко ноги. Хорошо, хорошо, добавьте ножки, добавьте ноги. Больше ног добавьте сейчас. Больше ног. Все хорошо, только ног. Давайте, чуть-чуть больше ног. Поднять ножку резко, опустить ножку на пятку, поставить назад ногу, поставить вперед ногу. Просто резко, обычное самое движение. Вы все умеете ногами двигать. Просто начните ими что-то делать. Можно, когда ты говоришь тренировкой, Резче. Резко, резко, резко. Так,
теперь давайте представим. Вот у нас хип-хоп, дэнсер, вот у нас крампер. Итак, крампер у нас танцует резко и сильно, и четко. И хип-хоп танцует по-другому, по-своему. Вы представляете себе? Все же понимают, когда я говорю хип-хоп дэнсер, да? Ну, представляют, как этот человек двигается? И человек, который двигается мощно, резко и четко. Тоже представляете уже себе? Отличаются два человека? Так, хорошо, хорошо. Мы сейчас с вами теперь должны объединить мощно, сильно, резко, четко. То есть вы сейчас двигались резко, четко. Помните, вы двигались сильно, бам! Вот теперь давайте объединим, что сильно вы можете двигаться только резко. The high level of crump. Все. Если я хочу сделать что-то очень сильно, я делаю это только резко. Вопросы? И четко и резко или просто резко? И четко. Вопросы, подождите. То есть мы берем это, делаем все одним целым. Резко, четко и сильно. А зачем существует понятие силы, если оно это резко сейчас? Еще раз повтори внятно, потому что... Зачем существует понятие силы, если у нас есть резкость и четкость? Потому что сила может делаться и не резко. Я ответил? Все. Спасибо, да. Ну все тогда. Теперь мы не имеем права делать сильно, не резко. Все, Маша, поняла задачу? Мы не имеем права двигаться сильно и не резко. Мы двигаемся только сильно, резко и четко. Со всей силы. До этого вы двигались не сильно, вы двигались просто резко. Для этого нужна сила, нужно прикладывать силы, но сейчас мы должны делать настолько сильно, чтобы зритель увидел, что я делаю это сильно, со всей силы. При этом это все четко и очень-очень резко. Oh, yes! Еще раз! Еще раз! 7-8! Oh! Вот так! Yes! Это сильно и резко. Это было правильно. Да. Только ноги еще. Ноги еще. Покажи ноги. Покажи. Yes. Heavy bop. Подождите, а что делать тогда, если вот, например, вот он делает, да? Я по нему вижу, что он зажимается. Как это? А нам ничего, нам нужно быть зажатыми. Ну, конечно. Ты же делаешь сильно. Ты же делаешь сильно. Очень хорошо, молодец. Lil Spitfire, ты лучше. Моя кровушка. Это мой сын. Поэтому ты всего лишь 6 Let's go, Jay! It's high level! It's high man! High man! Видишь, не резко ноги, не резко. Резко ноги, резко ноги. Резко ноги, резко. Yes, man, yes. Поехали, поехали. Да. Прошу вас внимательнее сейчас ловить себя на том, как двигаются ваши ноги, потому что сейчас у всех ноги не резкие и не сильные. Моменты есть яркие, вот я сейчас такой смотрю на всю толпу, и все двигаются круто, и потом вы такие выдыхаете. Вы выдыхаете, и в этот момент вы
Вот это сейчас видно. Когда все делают, и тот, кто не делает, его очень видно. Если ты тащишь, то где тут резкость? Тут только сила. Ты делаешь, а резкости нет. Вместо этого ты делаешь вот это. Понятно? В чем фишка? Понятно? Вот эти все штуки. То есть прям переключение картинки. И когда картинка переключается, в каждой картинке, картинка раз, картинка два, в каждой картинке вы должны быть сильные. Сильные. Ваша форма, ваше состояние, вы должны быть сосредоточены и сильные. То есть от вас в каждой картинке должна идти энергия. Вы меня слышите? Вы отвлекаете сейчас внимание ребят, которые меня сейчас не услышат, и мне придется еще раз повторять одно и то же. Услышали меня? Давайте теперь ловим себя на том, двигаемся ли мы на самом деле резко, сильно и четко, или где-то мы позволяем себе делать нечетко или не резко, и все, и сразу же все вылазит. Поэтому все на самом деле просто, но вся сложность в том, чтобы научиться держать реально вот эти три момента внутри всех частей тела. Все это контролить. Поехали. Продолжаем. Стоп, ты меня слышал? Двигаемся только четко, резко и сильно. Только резко, четко и сильно. Не торопись, не торопись. Лучше выставь паузу. Давай. Сильно, сильно! Резко, сильно! Резко и сильно! Так, на самом деле, если вы будете делать сильно, резко и четко, то это не секунды выдоха, не секунды вдоха. Я бы, если бы сейчас с вами тренил, меня бы хватило на 15 секунд максимум. Как вы так много танцуете? Я не знаю. Это невозможно. Значит, вы делали что-то не так. В этом вся правда. На самом деле так. Представьте, вы контролируете все, каждый миллиметр, и вы двигаетесь в каждую секунду. Если вы не двигаетесь, то значит вы стоите в сильной форме. То есть затрата энергии идет все время. И я двигаюсь сейчас все время в полную силу. Правильно? Правильно. Все, задышка. Сейчас вот музыка выключилась, вы бы должны были бы вот так вот стоять, как будто бы вы пробежали хотя бы километр на скорость. Вот. Значит, вы сейчас были не на все 100% сосредоточены на задаче или не отдались на все 100% этой задачи. Нужно, чтобы вы собрались и сейчас сделали 100% то, что я вам сказал. Не то, что я хочу, а то, что поможет вам прочувствовать этот крамп. Это вот то самое настоящее. У вас начнут вылазить эмоции, потому что когда мы устаем физически, начинает открываться наша голова и сердце. И тогда мы не держим, мы не думаем о том, как мы выглядим, мы думаем о том только, как сделать задачу. Из-за этого крамперы эмоциональные, только по этой причине, потому что у них на первом месте сделать задачу, а не думать о том, как они выглядят. Наверное, лично сужу
по себе и потому, что видел. Вот. Поэтому задача важнее, чем картинка. Просто помойтесь перед раундом и наденьте чистую одежду. И тогда картинка тоже будет нормальная. Все, понятненько? Давайте еще разочек, пожалуйста. Резче ноги поднимаем. Вот. Шире, шире, шире. Да, да. Давай, давай, молодец, молодец. Окей. Остановки, остановки добавляй. И резко ногу поднимай, резко опускай. Давай, давай, давай. Тихо. Резко, 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 четко, резко, четко. Есть еще одно мое объяснение, то, как я это вижу. Если, скажу это, возможно, кому-то это поможет. Мне это всегда помогает. В общем, у нас есть позы, позиции, которые мы меняем. Да? Картинка меняется. Меняется картинка. И резкость и четкость для меня это бросок. Резкая смена картинки – это бросить свою часть тела, которая в форме, бросить ее с одной формы в другую, бросить. Тогда у меня получится резко. Потому что если я буду зажат, у меня не получится резко. Зажат, у меня получится провести, потому что я зажат. Если я брошу, то бросок идет только через расслабление. Мне нужна всего лишь взрывная сила, и я бросаю, и мне нужна всего лишь сила, которая будет стопать меня уже. То есть получается, что я напрягаюсь всего лишь в двух моментах, а не все время. И я таким образом могу отдохнуть в момент самого броска. Но не более. Бум, бум, бросить ногу, бум, бросить ногу. Я представляю, что я ее бросаю вверх. Бросить ногу, бросить ногу, бросить ногу. И тогда она двигается резче, чем я себе думаю, поднимаю ногу. Она тогда не так резко. Я представляю, что мне что-то отсюда ее выбивает просто, и нога выбрасывается, и тогда нога выбрасывается. Поднять ногу и выбросить ногу. Другое просто в мозгу визуализация этого слова. И тогда мне кажется, либо не знаю, как оно визуально, но мне чувствуется лучше, когда я представляю, что я бросаю движение, бросаю. Вот поменять руку вот так вот, я ее бросаю с этой позы, вот я вот эту часть бросаю туда, и оно выкручивает мою руку. А эту часть бросаю вверх, бум. И из-за того, что я думаю, что это бросок, а не поворот руки, то чувствую себя более круто, что я выполняю задачу лучше. Вот, у вас было сейчас, просто, да, еще вылазят моменты, что вы не всегда, не каждую смену делаете резко, особенно ноги, это проблемно, потому что как только мы поднимаем ногу, мы уже в балансе, нам нужно больше балансировать. И мы, соответственно, можем где-то не так поднять, и мы уже падаем, а значит, мы находимся в движении. И вместо того, чтобы резко поймать себя, вы начинаете просто быть в движении и падать медленно, сваливаться на ногу. Это все приходит с опытом. Просто если вы сейчас мои слова возьмете себе и поставите, сделать только так, у вас все получится быстрее. Честно.
вы же видите, что, учитывая вот эти три момента, сила, резкость и четкость, вы уже на танцполе будете отличаться от другого танцора, другого стиля, любого другого стиля. Потому что есть конкретная штука. Так, давайте дальше. Итак, мы крамперы. Мы танцуем 15 секунд и умираем. Потому что все, ну, Артем сказал. Spitfire сказал, значит, по-другому как? По-другому никак, все правильно. Переходим к следующему. Контроль. Контроль. Да, остановка, четкость – это уже контроль. Теперь движение – контроль. Потому что мы сейчас… Четкость – это контроль движения в плане остановить тело в точке. Сконтролировать в точке. А теперь контроль, который мы должны юзать во время движения. То есть прожимать и проводить руку. Прожимать и проводить руку. Прожимать и проводить ногу. Прожимать, наклонять голову. Двигать голову. И все любые другие части тела. То есть двигаться. Как будто бы вы в цементе. Только он еще не застыл. Представьте, как вы внутри этого цемента будете двигаться. Вот вы вот так вот стоите, вас залили, вот так. Да вообще вот так вот. Только вы можете дышать внутри, да? И вы такие, бум. Вы же не сможете резко двигаться внутри цемента, правильно? Он тяжелый. Но вы двигаться сможете. Но при этом вам нужно будет напрягать свое тело, правда же? Типа, вы не сможете просто вот так поднять руку, вам нужно будет приложить силы, чтобы рука поднялась, правильно ж? Или нет? Вы просто сейчас смотрите на меня странно. Либо, ну просто представьте. Болото, болото. Пусть будет так, не цемент, болото. Ну, я себе просто представляю, ну, типа, я вот так вот жмакал цемент. Давайте тесто, возможно, тесто, внутри теста. Вы жмакали его, оно же такое вязкое. И вот вы там сможете двигаться, ну, точно не быстрее, чем вот так вот. И при этом я тут делаю это на расслаблении, а у вас вы будете поднимать руку и вспотеете уже, потому что будет сложно. Вот представьте, что вы внутри теста. Окей? Только вы можете дышать там. Вам не надо. И все. Окей? Все, это мы сейчас таким способом будем тренить с вами контроль. Представьте, что вы внутри этого теста и делаете ту же задачу, которую мы делали. То есть вы двигаетесь резко, ну, у вас была задача резко, четко, сильно двигаться. Теперь вы можете делать, что хотите, только вы внутри теста, и вы не можете сделать резко, вы не можете сделать четко, потому что, ну, оно не позволяет так делать. Понятно? Так? Все, поехали. Такой постоянный slow motion получается. Давай, красотка маленькая. А может ты давай просто это доделаешь, это последнее. Доделаешь и пойдешь. 1 минута, скажи. Одна, вот так, одну. Вот та маленькая 1 минута. Можешь поставить вот отсюда ногу резко, но не стомп на пол? Как можно резко? Резко. Это будет стомп. А как вот типа не стомп поставить? Ну как, если… Ну вот смотри, стомп переводится как топ. Да. Ну ты же топнешь. Любой, типа, это топ и это топ. 2 топа, и то, поэтому это стомп будет. Это будет стомп. Ну, в пол поставить. Так, окей, поехали. Все, внутри теста. Внутри теста. Больше силы прикладывайте, больше силы. Вам сложно двигаться? Вы внутри теста. Ноги, таз, наклон корпуса, голова, грудная клетка, плечи, колени. Очень важно, чтобы вы в режиме slow motion прикладывали силу. Все сложно делается.
Все сложно, все должно быть усилие какое-то. Либо я толкаю, либо я тяну, и мне сложно. Я наклоняю голову, а там кто-то держит, и я её наклоняю, корпус наклоняю. Понятно? Ногу поднимаю, таз вперед вывожу. Это все сложно, все сильно должно делаться. Ноги, поднимай. Поднимаем. Ведем ноги. Сильнее. Ну вот, допустим, все, маленькая малютка, иди к мамочке, давай, я обниму тебя. Запомни, пожалуйста, это все. Так, смотрите, значит, вот, допустим, мы есть внутри теста, хорошо, летим дальше. Теперь объединяем это все. То есть, когда я не двигаюсь резко, я двигаюсь вот так вот подконтрольно. То есть, вы устали. И вы представляете, что, ну, короче, вы должны двигаться подконтрольно. Это может быть быстро подконтрольно, это может быть супер slow motion подконтрольно. Но типа контроль должен быть. Объясняю разницу. Вот я могу поднять руку, это лайв момент. Просто типа живо, ну, по-настоящему поднять руку вверх, допустим, поднять ногу вверх. Никакого контроля. Мы ее просто проводим бесконтрольно. Вот так вот, и все. Подконтрольно это типа прочувствовать каждую точку. Сколько точек отсюда до сюда? Сколько точек будет? Как ты думаешь, сколько точек? Проходящих точек? Миллиард, бесконечное количество точек. Да, и вот каждую точку вы должны прочувствовать. То есть, типа, в любой точке я могу остановиться. В любой точке. А могу и проходить через них. Понятно? Вот контролить каждую точку. Побыть, прожить в каждой точке, типа пробыть. И это может быть резко, вот контроль. Это уже контроль. Бум, я поднимаю руку. Контролю. Это лайв, контроль. Я даю 100% осознание того, как идет рука. Даже не глядя на руку, я представляю и понимаю, где она будет сейчас. Я контролирую все. Типа вот это тоже контроль. Внутри теста я двигаю рукой. То есть я не двигаюсь сейчас резко, понятно? Я двигаюсь, но это не просто движение из жизни. Это движение из жизни, которое я контролирую и могу остановить руку не только в кулаке, потому что в жизни мы делаем либо так, мы в жизни вот так не юзаем. Тут я могу остановить в каждой форме и типа буду понимать и чувствовать и знать, что сейчас с моей рукой. Это называется контроль. Понятно? Вот рука, бум, пошла, таз. Все, я все чувствую, каждую форму. Понятно? Вот контролирую все. Это контроль. Вот это будет меня такой контроль, типа помогать мне быть с музыкой. Потому что музыка, она даже крамперская, не тупо рваная. Потому что если мы будем двигаться только резко, сильно, и четко, мы будем только рвано двигаться. Мы же не сможем, типа, показать музыкальный момент, инструмент, типа, бум, как в любом треке, в любом музыкальном произведении есть, типа, затяжная нота, мелодия какая-то. И как мы ее покажем? Вот за счет контроля мы можем это показать. Понятно? Вот и сейчас, когда будет, вам понятно? Точно? Ну, понятно? Попробуем сейчас с вами услышать в музыке эту ноту, которая тянется. То есть это просто любой инструмент, только не барабан. Потому что барабан не тянется, он бьет. Пух, все, короткий звук. Все остальное, оно в принципе тянется. Струна, нота. Бум, духовой.
там и тому подобные штуки. Вот. Понятно, что мы делаем? Двигаемся только подконтрольно, прожимаем все. И теперь в этой подконтрольности у нас есть разные скорости. Быстрее, медленней, средненько. Я не знаю, как обычными словами, просто человеческими говорить. Да, прожарка. Все понятно? Пробуем? Есть вопросы уточняющие какие-то? Все, только подконтрольно. Да, говори. У нас, получается, всегда мышца напряжена. Нет, да. Да, она в тонусе. Я бы не сказал, что всегда мышца в напряжении. Она в тонусе. Типа в режиме готовности, если мозг скажет «остановись», то типа это не будет так. Типа «остановись». Окей. Понял? Типа «остановись». Остановись. Но при этом нету, как в папе, нет вот этого пафоса. Папа нету, ни в коем случае. Пап, он просто у нас нету пап, и он ржет с этого. У нас у троих папы нету, и он с этого. О, really? Окей, у кого еще нет папы, можете обняться с пацанами. Так, ну в общем. Он сейчас покраснеет и взорвется все. Короче, мышца в тонусе, но она не в напряжении. В этот момент мы как раз отдыхаем от вот этой... От этого мы отдыхаем, но при этом мы контролируем. Через прожим, но не через сопротивление. Все. Будет. Вот, слышите? Маша, встань, походи, поснимай. Итак, немножко про скорости во время контроля. Контроль. Допустим, достаточно быстрый темп, но подконтрольный. Типа, вот я двигаюсь. Видно, что я двигаюсь не просто жизненно, а контролирую движение. Видно? Но при этом, типа, видно, кто-то может сказать, что это зажато. Можно же это так назвать или нет? Я думаю, что некоторые люди, он зажался и двигается вот это. Зажал тело и двигается. Можно. Допустим, пусть будет, потому что мышцы в темпе, они типа зажались для того, чтобы я через сопротивление двигался и контролил движение. Допустим, не знаю, замудрил. В общем, мы чуть-чуть зажаты. Оно выглядит типа мы зажаты, и, наверное, мы по факту зажаты, когда мы двигаемся подконтрольно, но быстрее обычного. Понятно? Выглядит зажато. Почему выглядит зажато? Потому что, когда я показываю подконтрольность, я подразумеваю еще и такое понятие, как изоляция. То есть я изолирую все остальные части тела в момент, когда двигается конкретная часть тела, либо конкретные части тела. Например, я поднимаю руку, и в этот момент я не позволяю себе двигаться другими частями тела. Видите? Типа не позволяю.
Соответственно, люди говорят, что я зажался. Ну, например, могут сказать, что я зажался. И ничего в этом плохого нету. Это зажатость позволительная, потому что я сейчас настроен на контроль. И как мне не зажаться, если я не зажмусь, то не будет видно изоляции того, что я контролирую. Я сейчас сказал, рука двигайся, нога двигайся. Нога двигается. Если я не зажму тело, то у меня будет гулять корпус. Понятно? Соответственно, мне нужно его немножко поднапрячь мышцы, чтобы они держали корпус. И тогда нога будет двигаться. Либо там две части, например, типа нога вот, и рука. Остальные части тела у меня типа в напряжении. Ну и все. Понятно, в чем фишка? То есть нам типа нужно чуть-чуть зажаться. А вот когда мы супер slow motion юзаем, то мы можем быть прям в натуре в полном расслаблении. Потому что тут мы проходим, допустим, 3 миллиарда точек в быстром темпе, там за секунду. Раз, 3 миллиарда точек за секунду. А супер slow motion, эти 3 миллиарда точек будут проходить за 5-7 секунд. И, соответственно, мы можем не так сильно напрягаться, потому что точек меньше по факту. Понятно? Вот и все. Но теперь мы переходим к следующей теме. Не следующей теме, а дальше развиваем все это по наклонной нашей. Теперь мы берем и в наш контроль добавляем силу. И теперь получится, что то, с чего мы начали, мы вернулись в исходную точку, только уже с мозгами. Мы с вами делали все сильно. Помните, да, мы сильно толкали, возможно, вы что-то сильно бросали, сильно тянули, там, не знаю, сильно делали вдох. Вот теперь воспринимаем это все, то, что когда я к чему-то готовлюсь к сильному броску, мне нужно сделать замах. Замах будет подконтрольным, сам бросок будет сильным, резким, это понятное дело. Понятно? Но теперь, когда я буду делать замахи, когда я буду делать толчок, либо тянуть что-то, поднимать что-то, я буду это делать еще и плюс подконтрольно. Соответственно, моя техника уже будет другая, не такая, как в начале занятия у нас. Понятно? То есть вы просто, типа, вайлдинг, то, что я это так называю, типа, вы просто дико, как животное, просто брали и бросали рукой. Теперь вы будете танцевальное животное, вы такие, типа, под контроль, пум, животное. Вот это нужно, чтобы было сейчас. Типа, техника, ха, пум, бросок, четкость. Уже картинка будет другая. Вы будете по-другому выглядеть в целом. Вопрос есть? Да, представляешь? Ну, да. А ты сказал, вот это позволительная зажатость, а какая непозволительная? Непозволительная зажатость? Непозволительная зажатость — это когда ты все время юзаешь вот то, что я сейчас сказал. Когда ты показываешь силу и делаешь контроль все время на протяжении 5 секунд. Это too much. Это непозволительная зажатость. Потому что это будет вот так вот, типа постоянно. Увидел? Вот и все. Познакомься. Я Артем, пришел тебя натренировать. Натренировать? Включай музыку и начинаем. Слушаюсь. Вопросы есть? Все. Кстати, у тебя классная футболка. Все, у тебя офигенная футболка. Спасибо. Я поехал. Ой, и у тебя ничего так. Молодец. А где взяла вообще? Какие размеры? В лучшем магазине мира. Классная футболка. Видели? Со всей силы! Со всей силы!
А вот сейчас вы, бывает, вот вы летаете, есть прикольные моменты, когда вы... какая задача, помните? Мы делаем подконтрольно сильно и сильно, подконтрольно сильно и сильно. Ну, то есть, типа, подконтрольно и сильно, вот вместе объединяем. А есть моменты, когда вы слетаете и делаете просто подконтрольно. То есть вы начинаете так, типа, сильно, такие, и потом, то есть, типа, слишком много делаете слоу-моушена. Если вы чувствуете, что ваш mind, как это будет? Ну да, что вы типа в голове, короче, даете слабинку в плане, типа, ну вы хотите там, допустим, 4 секунды сделать slow motion, а настроя типа хватает на 2. И дальше 2 секунды вы просто уже технически делаете, а головой вы сами не верите в то, что вы это делаете сильно, вы просто делаете это slow motion. То лучше сделать 2 секунды и взорвать, выбросить, да, там, бум, чем сделать бум. Понятно? Потому что выйдет вот этот провал в энергетике. Зритель это видит. Вот я как зритель сейчас смотрю. Я смотрю не как чувак, который что-то знает. Я смотрю просто вот типа, насколько энергия идет. И энергия идет реально от всех. Но когда вы проваливаетесь, это видно. Это очень сильно видно, потому что ну, идет в натуре энергия, и вы провалились. То что вы хотите, обмануть? Не получится обмануть. Из-за того, что нет веры в то, что вы делаете. Нет веры в эту силу. Либо ну, вы не вытягиваете морально сами. Поэтому лучше делать меньше. Но желание, типа, ну, это тренить нужно. Но вот я вам говорю, чтобы вы это не затренили неправильно. Понятно? То есть корректировка мною сказано, а вы себе уже решайте, прислушаться, либо все же ломать свое. Все, еще что там, есть что-то, вопросики? Нет вопросиков? Следите за ногами. Да, та же задача, только ножки юзаем, да? Обращаем внимание на ноги. Нога поднимается сильно, бам! И бьет либо стомп, либо кик, либо меняет форму. Но это все взрыв, бэнг-бэнг. Валим. Что за виск? Так. Есть еще один момент, который бы я не хотел рассказывать, но вынужден, потому что, а вдруг это занятие наше будут смотреть крамперы и такие скажут, и что вот это он учит. Я считаю, что то, что сейчас вот для старта, этого достаточно, чтобы идти, ну, хотя бы вот тупо в этом режиме, только это тренить хотя бы 3 месяца, ничего больше. Вот все равно на любую базу. Просто этот режим затренить до полного автоматизма. Ведь на основании этого, в принципе, строится вся база. Все, что мы дальше там с вами будем делать на тренировках, вот давайте вспомним с вами предыдущее занятие.
про джеб. Как он делался? Он делался резко и сильно. Правильно? Резко и сильно. Со всей силы. То есть часть того, что мы сегодня с вами разобрали. Любое занятие дальше, которое будет, оно будет строиться на этих штуках. Любое. Почти. Итак, последнее, что не нужно сейчас это тренить, а просто вы будете это знать. Ну, мы попробуем с вами, но на этом заострять внимание, ну, могут те, кто уже там в крампе достаточно давно. Это character, и это лайв-моменты. То есть это моменты, когда вы можете позволить себе двигаться, вот как вы двигаетесь сейчас, стоять, как вы стоите сейчас, ведь любая форма — это все крамп. То, как вы сидите, это все крамп. Но типа нужно теперь, character — это то, кто ты есть. Когда ты понимаешь, кто ты есть, и ты не боишься этого. Вот. И, соответственно, теперь представляем, вот наша елка. Самый-самый-самый foundation — это вот эти вот 4 момента. Вот это 4 первых кольца веточек, которые мы с вами понакидывали. Резкость, вернее, сила, потом идет резкость, потом идет четкость. С силой там эмоции были, помните? Сила, эмоции, резкость, четкость и контроль. Мощность, сила, суперсила, мощность, суперсила. И контроль. 4. Понятно? 4. И теперь к этому всему, вот это мы взяли, это крамп. Пусть не 100% крамп, потому что мы должны знать, кто мы есть. You need to know who you are. Итак, это character, образ ваш. И вера в этот образ. И образ, который сейчас типа прям несется в плане на все 100%. Вот если я цапля, то я веду себя как цапля на все 100%. Понятно? А не типа, вот, я тут цапля, а сверху я даун какой-то. Нет. Типа, все, я цапля. Короче, ну вот так. Ну типа образ 100%, короче, вы 100% образ. И, соответственно, таким образом, в образе мы можем с вами отдыхать. Типа делать эту передышку. То есть, когда вы будете смотреть топовый крамп, тайдайвс и другие крутые чуваки, мировые, ну давай, не сбивай, вы можете увидеть, что они вот там типа такие ходят, смотрят, и вы будете думать, а где резкость, четкость, сила? Что он внутри раунда вот так вот взял, остановился и такой посмотрел и опять начал танцевать. Вот это character, персонаж. Это есть часть крампа. Это есть этот хардкор, хард-рок, который не позволяет себе делать почти никто из всех других стилей. Типа остановиться внутри раунда. Другие танцоры будут называть это «нету потока». Где твой флоу? Нету, и ты такой стал, а с чего ты начнешь двигаться? Ну, короче, у других танцоров по-другому, типа, какая-то есть структура. В тот момент, когда крампер может остановиться. Конечно же, оправданно остановиться там. После он там что-то вкинул, сделал какой-то килл-офф, и какую-то суперфишку крутую с кепкой, там, допустим, и остановился. И стоит. Потом тупо надевает кепку и начинает танцевать. И все такие, ну, в смысле, так же нельзя. А где флоу? А где этот поток, перетекание? Ну, а у нас так можно, вот. И у нас есть вот этот character. И поэтому эти эмоции теперь мы берем и конвертируем в character. То есть с помощью эмоций будет виден наш характер. С помощью эмоций будет виден наш характер. Кстати, сними оператора, это я ему сказал.
Вот. Поэтому вот та эмоциональность, которую мы вкладывали в самом начале, мы с нее начали, она в итоге вылазит у нас потом и берется в основу уже другого, не крампа, а образа, который просто, грубо говоря, как это неотъемлемая часть крампа, но и, ну да, это неотъемлемая, ну короче, который уже типа есть вишенкой на тортике. Типа с образа начинать не нужно, но образом все заканчивается. Вот. Для того, чтобы понять, кто вы есть, вам нужно просто херячить крампуху со всей дури, и все. То есть вишенку кладут самой последней. Вы поймете, кто вы есть, только спустя время. Начинать с вишенки, ну типа делать торт, не кушать, а делать торт, глупо, потому что она в самом конце должна, да, вот быть. И вот, хотя по факту мы начинаем с образа, те уже более опытные танцоры, мы с вишенки начинаем, да, строить наш крамп. Но мы же его уже продаем, то есть мы делаем так, чтобы зритель кушал. Понятно? Наш крамп. Но чтобы прийти к этому, нужно много танцевать. Много танцевать крамп, чтобы понять, как я двигаюсь. Потому что только с помощью крампа мы поймем, кто мы есть в крампе. А не типа, ну я Витя в крампе, чем я занимаюсь? Я директор, камон. Так, ты туда, все, ты это делаешь. Все, нет, так не получится. Нужно делать, и потом ты только будешь уже на характере через крамп показывать, кто ты есть. Ну, грубо, понял? Вот, поэтому мой совет для вас всех — сосредоточиться на этих 4 моментах. И если вы где-то вдруг, возможно, вы почувствуете, что вы хотите пройтись внутри раунда, либо в начале выйти, но это типа, только не врите себе, не нужно тестить, типа, а что если я пройдусь вот сейчас круто, но вы этого не чувствуете, понятно? Это типа, оно будет вылазить у вас только вот там в середине, либо в конце раунда. В конце точно, если вы будете строить и дожимать раунд до последнего, у вас сил не будет, и потом, когда вы будете видосы пересматривать, вы будете уходить вот не просто типа дотанцевали, такие, ну все, всем спасибо, и уходите такие. Это будет не так, это будет типа бэм! Соснули, и вы уходите на характере, вы типа будете, 100% типа понимать, что вы жестко сделали, чисто для себя каждый. Но чтобы это понимать, нужно же не врать себе, правильно? А типа реально дотанцевать до конца, реально выжать из себя все, чтобы потом стать и так. Вопросы есть? Вопросов нет. Всем спасибо. Ты туда. Да, ты следующий, кому. И вы уходите. Вот это типа нужно. Дожимайте, не сомневайтесь в себе. Мой вам месседж, моя проблема, что вы знаете, я куда-то вот еду, выхожу с майвея, и все, и я не могу танцевать. Вот это моя проблема. Вот не будьте как я. Учитесь тут, если вам сейчас дискомфортно что-то делать, я очень рад, что у вас это есть. Потому что именно это заставляет вас выходить за рамки своего комфорта, и потом вам проще будет танцевать на соревнованиях. Проще, чем мне, человеку, который тут танцует, бог, царь зала красного, и выходит за зал красный, и уже не бог, царь, и уже такой весь думает, а что бы сделать? Если тут я просто кайфую, то вне зала я уже не кайфую, я уже парюсь, как вы, короче. То есть я вас понимаю. И чтобы понять, мне просто надо вот вон туда выйти 2 шага, и все, я вас пойму. То есть мне не надо выходить, я в натуре вас понимаю. Вот, поэтому танцуйте через этот страх. Вы такие дотанцевали, сделали свой 30-секундный раунд, и скажите себе, еще 20 секунд, и танцуйте дальше. Понятно? Фигачьте дальше. И таким образом вы будете развиваться, потому что 30 секунд — это то, что вы заготовили.
А дальше это будет чистый фристайл на основании знаний. Это как раз золото, которое вы вот вычищаете с болота этого всего. Вот. Ну, как бы, все резко, четко, сильно, эмоционально, подконтрольно. Миксуйте это в разных порядках, и вы не ошибетесь. Миксуйте все со всем. Эмоции с резкостью можно, без силы? Можно. Короче, вы взяли вот эти компоненты и просто ими уже варьируете все, что есть. Любые истории, любые ваши, короче, идеи пропускайте через эти 5 компонентов, и это будет похоже хотя бы на крамп. 100%. Вопросы? 5 минут, перерыв, ждем Лила с туалета и начинаем сессион. Всем спасибо.
Special
G.O.G.